Самые настоящие армянские лаваши. Мягкие, ароматные и очень-очень вкусные. И всего лишь из 4 ингредиентов. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить армянский лаваш. Летом, когда мы были в Армении, у меня был опыт приготовления настоящего армянского лаваша в Тоныре. Ссылку на это видео я оставлю в описании под видео. Посмотрите, я думаю, вам будет очень интересно. А также я оставлю плейлист «Армения». Вы посмотрите, я думаю, вам очень понравится. А сегодня мы будем готовить лаваш в домашних условиях. И всего лишь из 4 ингредиентов мы будем замешивать тесто и готовить на сковороде. Сейчас я перечислю, что нам понадобится, а также подробно я напишу в описании под видео. Значит, нам понадобится мука, горячая вода, соль и подсолнечное масло без запаха. Итак, приступаем к приготовлению. Заранее я просеяла муку. У нас здесь 500 грамм муки. Делаем вот такое небольшое углубление. Вот так. Добавим сюда соль. У нас тут соль 1 чайная ложка с горкой. Приблизительно где-то 9-10 грамм соли. 3 столовые ложки подсолнечного масла. Масло можно брать любое, можно и оливковое, и виноградных косточек. Какое масло вы любите, такое масло можно использовать. И горячая вода, не кипяток и не комнатной температуры, именно горячая, где-то градусов 50. Прямо заливаем сюда, в эту мучную массу. Вот так. Сначала замешиваем тесто ложкой деревянной, так как вода горячая и будет некомфортно замешивать. А когда уже немного вода остынет, тогда уже можно перейти к замесу теста руками. Я в дальнейшем покажу, какой консистенции у нас должно быть наше тесто. Я приготовила вот такую доску. На этой доске мы будем замешивать тесто, и потом удобно будет раскатывать. Сейчас перейдем на замес теста на доске. Я присыпала немного мукой доску и отправляем сюда наше тесто. Вот так. И ложку хорошенько вычистим от теста. Так. И начинаем замешивать. Замешивать нужно где-то в течение 5-7 минут. Чем дольше замешиваем тесто, тем тесто становится эластичное и правильное для раскатывания теста. Вот так. Все, уже можно вот так вот делать. Вот так я замешивала в течение 7 минут. И вот такое вот тесто у нас получилось. Смотрите. Вот мягкое и не прилипает к рукам. Сейчас я приготовила вот такой пакет. Мы отправляем это тесто в пакет для того, чтобы не заветривалось. И оставляем отдохнуть в течение 10-20 минут. Этот момент очень важный. Мы оставляем тесто отдохнуть для того, чтобы развивалась хорошо клейковина и нам было удобно раскатывать очень тонко наши лаваши. Все, вот так оставляем. Встретимся через 20 минут. Наше тесто отдохнуло. Сейчас мы будем делить на маленькие такие кусочки. Вот так. Немного присыпем доску мукой. Видите, вот такое уже податливое, мягкое тесто у нас.
сыпем мукой. Можно вот таким вот скребком использовать. Вот так. И делим приблизительно где-то на кусочки по 70-80 грамм. Вот так. Взвесим наши колобки для того, чтобы они были правильные. 82, ну или 80. Можно сюда добавить еще. Угу. И в дальнейшем я покажу, как сформировать ровные, красивые кусочки, колобки. Присыпем немного мукой, там, где колобки у нас будут еще раз отдыхать. В общей сложности у нас получилось 11 штук. Смотрите, я вот так беру и вот так вот каждый кусочек теста скатываю как бы вовнутрь, формирую гладкую часть. Смотрите, вот тут вот должно быть гладко. И вот так поджимаю между ладонями для того, чтобы с этой стороны тоже было равномерно и гладко. Вот так у нас получается. И мы кладем на вот эту доску. И когда уже все колобки сформируем, накроем пищевой пленкой для того, чтобы тесто не заветривалось. И оставим опять на 20 минут для отдыха. И накрываем пленкой. Тесто у нас, колобочки хорошо отдохнули, и можно уже приступать к раскатыванию на лаваши такие. Мы присыпаем доску немножко мукой, совсем немного. Остальные колобки обязательно закрываем пленкой, вот так. И начинаем тонко-тонко раскатывать. Сначала немного руками вот так формируем круг такой. И вот так начинаем. Немного присыпем и скалку мукой. Мы должны так раскатать, чтобы аж просвещалось наше тесто. Вот так мы раскатали наше тесто. Посмотрите, тесто аж просвещается, видите? Вот так тонко. Сейчас я уже поставила на газ сковородку для того, чтобы она хорошо нагрелась. И уже приступим к обжариванию лаваша. Сковородка хорошо нагрелась. Вот так кладем на сковородку. Диаметр нашей сковородки 28 сантиметров. Видите? И вот так вот уже хорошо обжаривается. Вот так вот прокручиваем, чтобы равномерно со всех сторон обжарился лаваш. Так, прокручиваем. И буквально 30-40 секунд с одной стороны мы обжариваем, а потом с другой стороны тоже 30-40 секунд. Еще рановато. Вот так. И у нас средний огонь. Далеко от лаваша не отходим. Нужно постоянно вот так вот крутить, чтобы хорошо-хорошо прожарились со всех сторон. Вот так вот. И прошло буквально 30 секунд, и можно уже переворачивать. Посмотрите, какая красота.
Еще 30 секунд с этой стороны. Видите, какие мелкие-мелкие пузырьки поднимаются и хорошо обжариваются. Я еще приготовила на доску, постелила вогкое полотенце. И когда лаваш будет готовый, мы сюда будем класть и накрывать уже сухим полотенцем. И еще нужно приготовить вот такой пульверизатор с очищенной водой. Потом, когда мы уже приготовим, будем сбрызгивать для того, чтобы лаваш был мягкий и эластичный. Можно еще вот так вот переворачивать на другую сторону. Видите, с той стороны у нас уже хорошо поджарилось. Теперь еще раз немного с этой стороны, чтобы вот эти вот края тоже у нас тоже хорошо поджарились и приготовились. Я показываю несколько вариантов, что если видите, что с этой стороны меньше поджарено, а с этой больше, можно вот так вот переворачивать. Можно теперь уже с этой стороны, чтобы везде равномерно все прожарилось. Все, уже лаваш наш готов, смотрите. Вот такой у нас получился. И обязательно накрываем сухим полотенцем. Точно так же будем готовить и остальные наши лаваши. Раскатываем и обжариваем на сухой сковороде. Брызгаем первый лаваш только с одной стороны очищенной водой. И уже у нас готов второй лавашик наш. Кладем. И точно так же брызгаем только с одной стороны. И накрываем сухим полотенцем. Несколько раз побрызгали и все, и накрываем. И точно так же сейчас я буду выпекать все остальные лаваши наши. Это у нас последний колобок наш. Раскатываем. И хочу сказать, что чем тесто дольше стоит, дольше отдыхает, тем податливее, тем приятнее в раскатывании. Смотрите, мягкое тесто, очень быстро раскатывается. И вообще сам процесс очень приятный. Вы не представляете, какой у нас дома стоит аромат свежеиспеченных лавашей. Это очень ароматно, очень вкусно пахнет. Сейчас я раскатаю и покажу, какое количество и как у нас все получилось. Вот этот колобок раскатаю. И хочу показать, какие мелкие пузыри. И видите, мы не использовали ни соду, ни дрожжи, но тесто мне прям очень нравится. Под скалкой прям, знаете, вот такое вот чувствуется мелкие пузырьки. Хочу обратить внимание, что раскатываем и обязательно не забываем за края, чтобы хорошо раскатать края тоже. Вот так. Вот готов наш последний лаваш. Вот посмотрите, я попшикаю и покажу вот такое вот, видите, количество лавашей у нас получилось. Мы попшикали, накрываем полотенцем и где-то 20-30 минут вот оставляем вот так вот под полотенцем, для того, чтобы лаваши хорошо остыли. Дальше я покажу, с чем мы подаем и как мы подаем такие лаваши. Вот такие лаваши мы сегодня приготовили. Это универсальное тесто, универсальные лаваши. Они подходят как для завтрака, для шаурмы, для мяса, к овощам. Очень вкусное тесто. Они очень ароматные. Я часто готовлю по такому рецепту. И что Армену, что детям очень нравится вкус этих лавашей. А я сейчас покажу, с чем мы любим кушать такой лаваш. Я люблю овечью брынзу. Кладем на лаваш брынзу. Вот такую. Аня будет пробовать, да, Аня? Ты любишь, да, такое? И кладем сюда кинзу. Зелень может быть любая. Кинза, укроп, петрушка. Усместенес?
Антир. Лук зеленый, все что угодно. Самое главное, чтобы было много зелени. Апрес. И видите, смотрите, какое мягкое тесто и как хорошо скручивается в трубочку вот такую. Лаваш, брынза и зелень — это очень вкусно. А по-армянски это хац, панир. И, конечно же, очень вкусно будет хац, панир и помидор с помидорами. Вот так, смотрите. Вот так. Хорошо рвется лаваш. Видите, он такой мягкий. Видите? Ани, хамова? Примахчика, санушлины. Друзья, готовьте, пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и проверенных рецептов. Мятый помидор вестер. Ага. Туристи Ганны. Вот так. Вестер. Угу.